Что первично? Ответ на этот вопрос достаточно прост. По накачанным губкам можно делать. Для мастера это даже легче. Можно столкнуться с проблемой искажения формы после того, как филлер сдуется. У клиентки, скажем так, в кавычках, нету губ. Здравствуйте, дорогие коллеги! Я Ольга Ханафи, и мы с вами снова на канале Hanafi Colors Pigments. Сегодня тема, о которой я хотела бы рассказать, звучит так. Что первично, перманентный макияж губ или контурная пластика? Этот вопрос очень часто звучит в нашем чате и там в личку задают этот вопрос. Очень частый вопрос, хотя ответ на него достаточно прост. Правило гласит, что первичная должна быть та процедура, которая носится дольше. То есть в коже дольше живет перманентный макияж, краска сохраняется дольше намного, чем филлер. Соответственно, эта процедура должна быть первой. Мастер перманентного макияжа создает красивую форму, насыщает губы цветом, но мастер перманентного макияжа не отвечает за объем и размер. После того, как перманентный макияж зажил, клиентка идет к косметологу, который по этой уже готовой красивой форме насыщает губы объемом, чуть-чуть добавляет, где нужно, и получается немножечко объем и форма увеличивается. Дальше уже на усмотрение самого клиента, как договорятся со специалистами, с косметологом. В принципе, можно делать контурную пластику между процедурами перманентного макияжа, то есть после первичной, но перед коррекцией. Можно сделать обе процедуры, и первичную коррекцию, только после этого заняться объемом губ. Это уже не так важно. Если контурная пластика была до перманентного макияжа, но сделана давно, в принципе, особых проблем нет. По накачанным губкам можно делать. Для мастера это даже легче, в смысле техническом легче. Губы накачанные, как правило, выглядят как немножко отекшими, и кожа расправленная, работать по ней намного проще. Если же контурная пластика делается с целью исправления серьезной асимметрии, и если не подождать, когда филлер выйдет из кожи, а сделать по этому филлеру перманентный макияж, то можно столкнуться с проблемой искажения формы после того, как филлер сдуется. Поэтому, если филлер уже сделан давно и скоро выйдет из кожи, лучше дождаться, когда губы полностью сдуются, после этого сделать перманентный макияж. Но еще раз повторяю, классический вариант, более правильный и спокойный и понятный для всех вместе, для двух специалистов и клиента, это сперва перманентный макияж, потом уже контурная пластика. Исключением из этого правила является ситуация, когда у клиентки, скажем так, в кавычках, нету губ. Когда губы настолько узкие и маленькие, что там просто негде делать татуаж. И незачем мучиться и прокрашивать эти тонкие губы, зная, что человек совершенно точно потом пойдет их увеличивать. Вот тут, наверное, все-таки я бы рекомендовала сперва обратиться к косметологу, потому что если уже женщина задумалась об увеличении таких губ, если она не готова мириться с тем, что они у нее такие узкие, и хочет это сделать, то, скорее всего, она это будет делать постоянно. Она будет поддерживать свои губы вот в этом вот поднакачанном таком виде, чтобы они имели свой объем. И тут уже не страшно, что-то сдуется, не сдуется. Пусть косметолог сделает форму, пусть косметолог придаст губам хоть какой-то объем, чтобы мастеру перманентного макияжа было где работать. Вот и все. Ответ на этот вопрос достаточно прост. Так что не вижу никакой особой сложности в решении этой проблемы. Не опасно для здоровья, это не очень сильно влияет на качество обеих процедур. Помните просто, что после того, как выйдет филлер, может исказиться форма татуажа, значит, нужно опять пойти к косметологу и форму подправить. Одно другому не противоречит, одна процедура помогает другой, мы работаем в тесной связке с косметологами, и это очень здорово, это помогает женщинам быть красивыми. До встречи на нашем канале снова, подписывайтесь, пожалуйста, у нас очень много всякой интересной информации. Пока!